Последние данные по инфляции в США, которые показали самый высокий скачок с начала 2022 года, реально оказали сильное влияние на рынки. Ведь что акции, что биткоин на протяжении последней недели стабильно шли вниз. Главная причина это, конечно же, вероятное снижение ставки ФРС в этом году, которая обвалилась до нуля, что мы подробно разобрали в моем последнем обзоре неделю назад. Здесь, само собой, все пошло от нефти. Нефть выросла, бензин вырос, логистика стала дороже и цены на все товары увеличились. Это вполне логично. Но пока все смотрят на нефть и ждут сигнала падения, чтобы скупать крипту, многие упускают очень важный базовый индикатор в виде доходности по облигациям США. Сейчас доходности по десятилетним облигациям достигли пиковых значений 2007 года в 4,5%. Для Трампа это большая проблема, потому что при высокой доходности дорожает обслуживание госдолга, растут ипотечные ставки, давление на фондовый рынок, кредиты, жилье и цены. То есть рынок облигаций становится не просто рынком, он становится политической стеной, в которую упирается Белый дом. А значит, о росте экономики и процветанию рынков можно забыть, потому что все деньги уходят на обслуживание самой Америки. И вот что интересно. Исторически, как только доходности достигают этого красного значения, тут же в игру подключается Трамп с какими-то интересными заявлениями, способными охладить рынок облигаций. Так было с тарифами, когда он дал 90-дневную паузу и постоянно ее продлевал. Так было с мирными переговорами с Ираном. И вот сейчас Трамп пытается делать что-то подобное. Теперь мы все сметаем. Мы все сметаем на своем пути, и мы закончим эту войну очень быстро. Они так сильно хотят заключить сделку. Они устали. Это должно было произойти за эти 47 лет. Кто-то должен был что-то с этим сделать. И это произойдет быстро. И вы увидите, как цены на нефть рухнут. Они пойдут вниз. Там так много нефти. Они стремительно полетят вниз. Конечно, одних слов здесь мало, нужны действия, и поэтому сегодня в ролике мы разберем, как Трамп будет бороться с ростом доходности по облигациям, запустит ли это новый рост на крипторынке, удастся ли Сенату США положить конец войне с Ираном и задампить нефть, за какими событиями стоит следить в ближайшее время, и как всегда на основе этой информации сегодня вас будет ждать подробный теханализ на ближайшие пару недель с моими идеями по торговле. Крайне благодарен всем, кто ставит лайк, это лучшая поддержка для моего канала, поэтому жмите его прямо сейчас, а также пишите комментарии. Бонус $10 с прошлого ролика забирает этот зритель, а с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, мой последний обзор рынка выходил неделю назад, ведь сейчас много времени уходит на новые проекты, о которых вы скоро узнаете. Кстати, один из них это мой новый канал, где я теперь буду рассказывать про скрытые финансы, экономику и политику в таком документальном формате. И там уже есть первое видео про Polymarket. Но несмотря на то, что новые ролики не выходили, я оставался на связи в телеграм-канале. Там вся важная информация, мои личные сделки, аналитика рынка и, что самое главное, свежие новости, благодаря которым вы всегда остаетесь в курсе событий. Поэтому подписывайтесь по ссылке в описании. Так вот, я не зря начал сегодняшнее видео именно с облигаций. Когда доходность десятилетних облигаций США поднимается в район 4,5-4,7%, это уже серьезно. Это сигнал, что рынок начинает требовать от Америки все более высокую цену за ее долги, войны, дефициты, а также решения в политике. На этой неделе доходности по десятилетним облигациям достигли 4,6%, а доходность 30-летних облигаций поднималась до 5,2%, уровня которого не видели с 2008 года. То есть рынок не просто нервничает, он начинает переоценивать саму стоимость американского долга. Если инвесторы считают, что война разгоняет нефть, нефть разгоняет инфляцию, а инфляция мешает ФРС снижать ставки. Они просто продают долгосрочные облигации, покупая краткосрочные, которые будут поддерживать высокие ставки ФРС. А когда облигации продают, их цена падает и доходность растет. И вот эта доходность потом начинает бить по всей экономике США. То есть принцип такой. Война против Ирана создает риск для нефти. Дорогая нефть это риск новой инфляции, новая инфляция это риск более высоких ставок, более высокие ставки это дорогая ипотека, дорогие кредиты, давление на акции, давление на бизнес и еще более дорогой госдолг. И самое жесткое это процентные расходы. По прогнозу SBO чистые расходы США на проценты по долгу в 2026 году составляют около $1 триллиона или 3,3% ВВП. А к 1936 году могут вырасти до 2,1 триллиона или 4,6% ВВП. То есть Америка будет тратить все больше денег не на развитие, не на инфраструктуру, не на технологии, а просто на оплату процентов по прошлым долгам. И вот почему для Трампа доходность десятилетних облигаций это политическая проблема. Пока она где-то в спокойной зоне, можно говорить о силе, давлении, победе и жесткой позиции. Но когда доходность поднимается к уровню 4,7%, а 30-летние бумаги уходят к 5,2%, война перестает быть просто внешней политикой. Она становится внутренней экономической проблемой, потому что избиратель чувствует это не через новости про Иран, а через ипотеку, кредиты, цены, пенсии, рынок акций и стоимость жизни.
Поэтому рынок облигаций сейчас по факту говорит Белому дому: если вы желаете продолжать войну, дефицит и дорогую нефть, платите больше. А платить больше для США значит одно: дороже занимать, дороже обслуживать долг, сложнее поддерживать экономику и опаснее давить на ФРС с требованием снижать ставки. И в этом по сути есть главный конфликт. Трамп может хотеть дешевые деньги, сильный фондовый рынок, низкую инфляцию и одновременно жесткую войну против Ирана. Но вот только с рынком облигаций все сразу не получится. Если война толкает нефть вверх, если инфляционный риск возвращается, если дефицит уже почти 2 триллиона долларов, а долг почти 39 триллионов, то инвесторы будут требовать компенсацию. И эта компенсация называется высокая доходность. То есть для США война против Ирана это не только военные конфликты, а удар по рынку облигаций через нефть, инфляцию и стоимость долга. Если война держит нефть дорогой, рынок начинает закладывать более высокую инфляцию. А если инфляция выше, ФРС сложнее снижать ставки, доходности облигаций растут, а сами облигации падают в цене. И получается, Трампу нужно либо выходить из войны, либо рынок облигаций реально рухнет. И что же с этим делать? Вариантов два. Смотрите, каждый раз, когда доходности доходили в диапазон выше уровня 4,5%, Трамп начинал спасать рынок облигаций. По большей степени это были заявления или отстрочка тех или иных мер, как, например, с той же паузой в тарифах. Это дает время, чтобы рынки остыли, доходности упали и капитал шел на фондовый рынок. Первое, что может сделать Трамп для падения доходностей, это поставить точку в войне с Ираном, за которой последует падение нефти. Но как мы видим, война еще не закончена, сделки нет, Ормуз закрыт и полноценных успешных переговоров еще не было. То есть по факту все понимают, что война продолжается. Но для второго варианта не нужно заканчивать войну. Достаточно дать рынкам веру в то, что она скоро закончится. И что самое главное, убедить инвесторов в том, что инфляция временная. Чем сейчас и занимается. Цены на нефть скоро рухнут. Нефти очень много. У нас 1600 судов в проливе, груженных нефтью, которые скоро выйдут оттуда. Так что посмотрим, но военные сработали просто невероятно. Блокада была безупречной. Ни одно судно не прошло сквозь блокаду. С тейком о том, что инфляция временная и упадет как только снизится нефть, я согласен на 100%. И подробно говорил об этом в прошлом видео. Ведь реально стоит только убрать дорогую нефть, как тут же цены откатятся обратно, поскольку логистика и производство станет дешевле. И в этом случае фондовый рынок и крипта получат отличные условия для роста. В ближайшую неделю Трамп, скорее всего, будет играть не на расширение войны, а на торг из позиций силы. Он будет говорить жестко, давить на Иран и показывать своим избирателям, что Америка не отступает. Но параллельно ему придется снижать градус напряжения, потому что рынки уже начинают реагировать слишком активно. Нефть дорожает, доходности облигаций растут, ипотека и кредиты становятся дороже, а это быстро превращает войну из внешней политики во внутреннюю экономическую проблему. Поэтому его главная задача сейчас не просто победить Иран, а не дать рынкам поверить, что США застряли в дорогой и долгой войне. Если мы не получим правильных ответов, то все произойдет очень быстро. Мы полностью готовы. Нам нужны правильные ответы. Это должны быть полные, на 100% верные ответы. И если мы их получим, мы сэкономим много времени, энергии и жизни. Он будет кормить рынки надеждой на сделку, говорить о переговорах, но при этом, конечно же, будет оставлять угрозы как свой инструмент для давления. Потому что как только появляется шанс на деэскалацию, нефть падает, облигации успокаиваются, акции биткоина растут, что является хорошей возможностью для торговли на коротких импульсах в ближайшее время. Причем не только на крипте, но и на акциях, нефти и золоте, что мы наглядно показываем в нашей подписке Coin22 Pro. За последние несколько дней мы уже заработали на скачке нефти, падении Solana, обвале биткоин кэш и на многих других сделках, потому что все участники заранее получали точки входа. Подписка Pro — это наше большое закрытое сообщество трейдеров и инвесторов, где каждый участник получает обучение, сопровождение, поддержку 24/7 и плюс к этому мы недавно запустили и бота, полноценного финансового помощника, который ответит на любые вопросы, поможет собрать портфель или открыть сделку. Все эти преимущества доступны только участникам Pro, поэтому, друзья, переходите, пишите и зарабатывайте вместе с нами. Перед теханализом биткоина еще хочу пару слов сказать про голосование Сената против Трампа. Сенат США продвинул резолюцию, которая может ограничить Трампа в продолжении войны против Ирана. Суть проста. В США президент может быть главнокомандующим, но право объявлять войну и давать долгосрочное разрешение на военные действия у Конгресса. Поэтому сенаторы продвигают резолюцию Power Powers, чтобы сказать, либо Трамп получает официальное разрешение Конгресса, либо должен сворачивать военную операцию против Ирана. По данным Reuters, Сенат продвинул эту меру голосованием 50-47. И это произошло спустя примерно 80 дней после начала ударов США и Израиля по Ирану.
Что же это по факту дает? Это первый серьезный сигнал, что поддержка войны начинает трескаться даже среди республиканцев. За продвижение резолюции проголосовали не только демократы, но и несколько республиканцев, у которых, я теперь думаю, будет серьезный разговор с Трампом. Но что же это дает юридически? Если такая резолюция пройдет полностью, она может обязать Трампа прекратить военные действия против Ирана, если он не получит разрешение Конгресса. По закону 1973 года о военных полномочиях президент не может бесконечно вести боевые действия без Конгресса. После 60 дней нужно либо завершать операцию, либо получать разрешение, либо брать короткое продление для безопасного вывода сил. Но важный момент. Это еще не означает, что война остановлена. Сейчас речь о продвижении резолюции. Чтобы она реально сработала, ее должны провести через весь Сенат, затем через Палату представителей, а потом еще преодолеть возможное вето Трампа. Рейтерс пишет, что у меры остаются серьезные препятствия. Республиканский контроль в Палате представителей и вероятное вето президента. Так что вряд ли война закончится именно через решение Конгресса. Но все равно посмотрим, что же они там придумают. Теперь, друзья, давайте перейдем к нашему биткоину. И вот что самое главное. Биткоин упал ниже уровня 80 тысяч не просто так. Главная проблема в том, что из рынка начала уходить ликвидность. Когда в спотовые ETF заходят деньги, они задают постоянный спрос. Фонды покупают биткоин, рынок получает поддержку и цена легче растет. Но когда начинается обратный процесс, из ETF выходят сотни миллионов долларов, этот спрос исчезает, а иногда превращается в прямое давление на продажу. Так вот, на прошлой неделе рынок уже увидел крупные оттоки, а 18 мая из американских спотовых ETF ушло 648-649 миллионов долларов. Это самый большой отток с января. И получается, на этом фоне биткоин упал до этой локальной поддержки на уровне 76 тысяч. По факту, да, глобальное движение биткоина не сломано, но локальный импульс начинает теряться. Пока цены находятся ниже уровня 80 тысяч, рынок нельзя назвать сильным, потому что, как мы разбирали, для меня был важный сигнал, чтобы биткоин уверенно закрепился выше этого уровня. Но пока этого не произошло, и мы увидели локальный откат. И получается, если покупатели удержат диапазон 75 тысяч, а оттоки из ETF восстановятся, то биткоина, конечно же, появляются шансы возврата на уровень 80 тысяч. Но если из ETF продолжат выходить сотни миллионов долларов, а доходности облигаций США снова пойдут вверх, тогда давление может усилиться, и консолидация в районе 76 тысяч является самым базовым сценарием движения на ближайшую неделю. Поэтому сейчас важно смотреть не только на график. Главный вопрос, возвращается ли в рынок ликвидность, потому что когда ETF покупают, биткоин получает постоянный спрос, а когда из ETF выходят деньги, этот спрос исчезает, и рынок становится намного слабее. На это сверху давят макроданные, война с Ираном, дорогая нефть, риск инфляции и рост доходности облигаций. И все это, конечно же, снижает аппетит к риску. Но тем не менее, как мы видим, биткоин продолжает торговаться в восходящем канале, который он сформировал еще в начале февраля. И этот канал мы разбираем почти в каждом видео. Да, в начале мая у него были попытки пробить сопротивление, но цене так и не удалось закрепиться выше, после чего последовал откат. В принципе, сейчас начинает отрабатывать мой сценарий с прошлого видео. А если покупатели снова не справятся, и цена начнет уходить ниже уровня 78 800, а потом и ниже, до 76, тогда вся позитивная картина может сломаться. Тогда уже придется говорить не о продолжении роста, а о более глубокой коррекции. Но я думаю, что после отката в эту область биткоин все же развернется вверх, поэтому буду за ним следить. Как мы и разбирали, первая поддержка сейчас формируется в области 76 тысяч. Это медиальная линия канала, и там же проходят 50 и 100 экспоненциально скользящие средние. В прошлом видео я говорил, что если цена не удержит 20 и май, то биткоин рискует уйти ниже. Собственно говоря, это и произошло. Во вторник на дневном графике сформировалась разворотная свеча, которая потенциально может усилить рост биткоина как минимум до конца этой недели и начала следующей. И в таком случае цена может вернуться в область 80 тысяч. Но опять-таки, сейчас все формируется на основе последних заявлений. Как только Трамп сказал, что переговоры с Ираном движутся к финальной стадии, рынки сразу отреагировали ростом. Хотя до этого, когда Трамп говорил, что возобновит удары по Ирану, нефть прыгнула вверх, а рынки упали. Таким образом, на данный момент я по-прежнему рассматриваю уровень 76 тысяч долларов как уверенную локальную поддержку, после которой биткоин может вернуться к уровню 80 тысяч. И для нас это будет ключевой сигнал. Если цена удержится выше 76 тысяч, потенциал разворота только усилится. И поэтому, если говорить о потенциальных торговых идеях, здесь, конечно же, уместно рассмотреть открытие лонгов от текущей рыночной цены с потенциалом фиксации прибыли примерно 36%, около верхней линии сопротивления. То есть открытие сделок в этой области, а в этой потенциальная фиксация. Но, понятное дело, обязательно нужно соблюдать риск-менеджмент, потому что одна плохая новость, новый скачок нефти или какая-то новость из геополитики, напряжения могут быстро вырасти, и это ограничит рост. Также я не исключаю вариант, что ближе к выходным биткоин в этом диапазоне начнет консолидацию, и, например, в пятницу, в субботу и воскресенье он поторгуется в узком диапазоне, а уже ближе к понедельнику мы увидим формирование разворота. Поэтому в ближайшие дни я буду наблюдать именно за этой поддержкой. И если говорить о потенциальном
реальном краткосрочном сценарии, то я по-прежнему ожидаю возврат биткоина в область выше уровня 80 тысяч. Особенно если Трамп продолжит снижать напряжение вокруг Ирана, доходности по облигациям будут падать, а фонды снова возобновят приток капитала в ETF. Поэтому, друзья, как всегда, анонсы и обновления по моим прогнозам я буду выкладывать у себя в Telegram. Там есть все последние новости и много полезной информации, которой я делюсь каждый день. Так что подписывайтесь, поддерживайте это видео лайком, пишите комментарии с вашим прогнозом и увидимся в следующем ролике. Друзья, всем желаю удачи, до скорых встреч!